Очень часто некоторые из наших зрителей пишут мне или пишут вообще нам на нашем вещальнике: «А вы не слышали про такую книгу «Королевство славян» Мавра Орбины?» И как раз о ней речь пойдет сегодня. Она у меня имеется тут в хорватском переводе. «Королевство славяна» Мавра Орбины. Не знаю, насколько видно, тут фокус. Может быть, даже видно, вот. Это оно, такая книжка, довольно толстенькая. Да, это хорошо, конечно, что люди об этой книге знают, что она существует, что она есть. Но, с другой стороны, такие комментарии, такие вопросы я, как правило, не получаю от людей, которые действительно занимаются по-научному славянами, а обычно это получаю от людей, которые пытаются продать мне историю о славянскости всего, о того, что мы, славяне, превосходные над всеми, и что нам врут, нам нашу историю прям скрывают активно все время на протяжении всей истории. И поэтому я решил обратить внимание на эту книгу «Королевство славян» и что она из себя представляет. Огромное спасибо всем вам, кто нас поддерживает финансово, кто нас поддерживает с комментариями. Спасибо всем, кто регулярно смотрит наши выпуски. Если кто-то из вас хочет, может поддержать нас на Boosty, Patreon и PayPal. Дорогие братцы и сестрицы, господа, всем привет! Добро пожаловать на вещальнике «Славянское дело. Деяния славян». Меня зовут Ростислав Антон. Я языковед, историк и теолог. А этот вещальник мы ведем вместе с моей супругой Анастасией. Это у нас уже, я немножко сбился с толку, мы немножко, можно так сказать, отдыхали, хотя это был такой вынужденный отдых, так сказать, потому что у меня была плохая связь с интернетом последних несколько дней, поэтому продолжаем сегодня с нашими выпусками. Запиши 30 выпусков подряд. Это такой вызов, такая попытка записывать себя на камеру каждый день, чтобы просто улучшить свою речь на камере, потому что это не так просто, как кажется. Очень тяжело разговаривать с чем-то, что не живое, что не агакает, не угукает, от чего просто нет никакой реакции. Но я думаю, что вы потом нам напишите в комментариях, и это уже будет такая возвратная связь. Ну, в общем, что касается самого этого вызова, я не знаю, насколько получится у меня действительно записывать так прям подряд, потому что есть еще некоторые другие необходимые дела в жизни именно на это время. И одна из таких вещей — это моя аспирантура, которую я сейчас заканчиваю, где я занимаюсь исследованием вопроса славянской идентичности с XIV по XVI век. Мавро Орбины — это был католический священник из Хорватии, из Дубровника родом, со своими связями из Италии. Возможно, изначально хотя бы одна часть его семьи была из Италии, из города Урбин, и поэтому как раз у него фамилия такая — Орбини, совершенно не славянская. Он решил в конце XVI века написать книгу, где была бы собрана вся история славян и демонстрирована как история, можно так сказать, одного народа, славянского. Это была своего рода апология или защита славянскости перед Западом, потому что книга была написана на итальянском языке. В начале XVIII века она была переведена на русский язык. А этот перевод устроил Сава Владиславович Рагузинский. Это тоже известный наш южный славянин, который был на службе в Российской империи, служил императору Петру I Великому, и которому и посвятил, собственно, перевод этой книги на русский язык. И, возможно, некоторые государственные идеи, которые вошли потом в официальную политику Российской империи, возможно, были вдохновлены именно этой книгой, этим трудом. Книга была впервые опубликована в 1601 году. Песаро, Италия. На самом деле она по своему содержанию очень занимательная. Она включает в себя элементы, которые мифические, полумифические и тоже настоящие. И то, чем ценная эта книга, это своего рода энциклопедия славянской истории до XVI века. Не все тут стоит просто отбросить, потому что то, что Мавро Орбини сделал, он, по сути, собрал все доступные ему источники о славянах, так что тут найдете и то, что из Прокопия Кесарийского, например,
из других древних латинских и греческих источников о славянах. Он из этого сделал такой весь нарратив общеславянской истории. И, конечно, содержатся тут и всякие его догадки, додумки. Так, например, оказывается, что он, используя, конечно, летописи, которые существовали до этого, говорит о том, что готы были тоже славяне, о том, что все известные люди того времени практически все были славянами, что Александр Македонский имел очень большую роль в истории славян. Обо всем этом тут говорится. И то, что обычно говорят люди, которые впервые с этим встречаются, а я сам был такой когда-то, впервые встречался вообще с историей славян, как-то мне кажется, что мы как люди очень часто, особенно когда не подготовлены, когда читаем, в принципе, любую книгу, мы привыкли все воспринимать буквально. То есть если автор так написал, то значит так и было. Но на самом деле, если немножко от этого отойти и посмотреть, что если один автор о событиях прошлого говорит так, а другой так, что это противоречит друг другу, какому из них верить? Кто из них говорит правду? Большинство людей так по инертности подберет для себя того автора, который говорит ту версию истории, в которую они сами уже до этого верили или которая им больше нравится. То есть, если эта книга говорит, что мы славяне великие, что все известные люди были славянами, там Платон, Сократ, Аристотель, Александр Македонский, половина римских императоров и царей, что были славянами, ну, конечно же, это же более престижно звучит. Конечно, тогда в этом правда. Но этот подход будет неправильный. Представьте себе, например, если случилось какое-то преступление. Потом идет суд, судья и следователи пытаются разобраться, кто из двух людей прав. Вот хочется вспомнить тот соломонский пример, когда у одной мамы погиб ребенок, а у другой не погиб, и потом они обе пришли судиться за ребенка той одной, и каждая из них утверждала, что ребенок ее. Логика нам говорит о том, что одна и та же вещь, одно и то же заявление, как сказать это, что логика нам говорит, я сейчас тут немножко перепутал, забыл, как точно хочу это по-русски сказать. Вот, например, я говорю, что это прямоугольная книга, а кто-то другой говорит, что это вообще-то округленькая книга. И если мы оба с одинакового ракурса смотрим на эту книгу, это просто не может быть правдой. А кто-то из нас будет врать. А так это и с историческими источниками. Не всему, что написано, стоит верить, а все нужно сравнивать с другими содержаниями. Но давайте, я сейчас уже немножко отошел от этой философии, давайте вернемся именно к Мавру Арбинию, когда он жил и когда он писал. Даже если сравнить на территории всей Европы, особенно Италии, где-то с конца 15 века, да еще чуть раньше, очень популярными становятся темы античности. Так что такая фигура, которая была очень возвышенная везде тогда в культуре, такой в грамотной культуре, это был Александр Македонский. И в связи с этим развилась целая литература по всей Европе, не только у славян. И этот жанр назывался александридами. Существовали на латинском языке, из немецкой среды, из великобританской, точнее, из английской среды, из французской среды, из греческой среды. Ну и Александр Македонский стал таким очень популярным героем. И, следовательно, он сначала среди славян католических тоже получил такой престиж. И поэтому тоже авторы смотрели, как его можно приблизить к славянам и как из него можно сделать славянина. И это они действительно сделали. А потом от католических славян это перешло и в Россию. И там тоже вот Александр стал таким популярным героем как раз в это время. Ну и с тех времен, конечно, когда писал Мавро Урбини, многие писатели многих народов искали, как увеличить былую славу своего народа. Поэтому у многих есть всякие преувеличивания. Славяне этому не исключение. Мавро Урбини просто жил и работал в то время, когда это было модно, популярно. Однако я бы все-таки не отбросил всю информацию, конечно, из этой книги, потому что она действительно такая, как... Тут были такие энциклопедийные знания о славянах. Он иногда прям буквально слово в слово переписывает более древние источники, и пишет потом о том, как славяне завоевывали Балканы,
Он собрал огромное количество литературы, и в этом его ценность. Но читать буквально, допустим, про те времена, у него там очень противоречиво получается. С одной стороны, все славные античные народы и личности являются славянами, но с другой стороны, также, как мы сейчас говорим и знаем, в VI веке потом множество славян приходит, и тут устанавливается какая-то славянская культура на большой части Европы. Но у него такой конфликт получается. Что тогда? Значит, одни славяне воевали против других славян, и только тогда тут славянская идентичность победила. Проблему того, что в древних источниках не говорится о славянах, в античных источниках там до VI века, ну или в лучшем случае до II века, вообще не упоминается славянский этноним. Мавро Урбини, как и некоторые другие писатели, решали таким образом. Они сказали, что имена народов часто меняются, что этноним славян нужно выводить из слова «слава», что только благодаря своим славным деяниям они стали называть себя славянами. А вообще-то у них есть очень разные имена. Фракийцы, геты, сарматы, скифы и так далее. Так они эту проблему решали. И, конечно, для того времени, можно это принимать, потому что тогда все-таки наука была еще в пеленках, недоразвитая, так сказать. Да, она и так постоянно развивается и сейчас. Но сейчас можем на все это смотреть в другом контексте, более приближенном к реальности. Значит, это такой интересный момент был. Поэтому он тоже настаивает на том, что славяне, значит, от славы выводятся. Но на самом деле эта тема, она требует дальнейших объяснений. Я ее сам исследовал для одной статьи, которая пока еще не опубликована. Но когда будет, я, наверное, поделюсь где-то с этим. Она в рецензионном... в общем, сейчас ее читают другие эксперты, пока оценивают там, что хорошо, что плохо. Но потом, когда все это пройдет, даст Бог, это тоже будет опубликовано в каком-нибудь научном журнале. Говорю, в каком-нибудь. Посмотрим, что из этого будет. Вернемся к теме. Значит, то, что обнаружил в этих поисках славянского этнонима, действительно древнейшая форма везде. Она звучит как «славяне». Даже римская форма «склавени», она выводится из праславянской формы тогда в VI веке, как это звучало. А это звучало так именно, да, как «славяне». То есть в праславянском языке того времени буквы или фонемы краткого «о» не существовало. Это было краткое «а». А славянами они стали, так сейчас вкратце говорю, славянами стали только глубоко в Средневековье, так можно сказать. Это было в связи с тем, что в чешских землях особенно был развит, очень развит был рынок, торговля рабами. И среди этих рабов было огромное количество славян. Это заметили и средневековые авторы. И от славянского этнонима потом в западных языках выводится название slave, то есть раб. Точнее, может быть, было бы вернее это переводить как слуга. А это почему? Во многих средневековых источниках сначала возле рабов записывалась национальность. В латыни до Средневековья не существует слова «скlavus», которое обозначало бы раба. Существует слово «servus», слуга, «servus», или «ancilla», если служанка. Очень часто видим, что рядом с этим «servus» написано и национальность. «Servus clavus», «servus gallicus» и так далее, да? То есть определение такое. Но так как в определенный момент очень много рабов было именно славянского рода, так перенесло значение со слова «servus» на слово «sclavus», в западных языках именно. И появилась такая, можно даже сказать, злобная этимологизация славянского этнонима, но с точностью наоборот. То есть, что slave или раб произошло не от славянского этнонима, а что наоборот, что славянский этноним произошел от названия, которым обозначали рабов. И как реакция на это, потом прежде всего в Чехии и потом немножко позже в Польше появляется новая этимология, которая объясняет славянский этимон, славянское самоназвание именно из славы, потому что чего это латиняне будут нам говорить, что мы, славяне, произошли от рабов? Мы от славы, наоборот, произошли, потому что славные деяния совершали. И действительно, когда следим за записью славянского этнонима в чешских источниках и потом польских, видим, что
потихоньку даже в своих языках начинают записывать это как глоссы и выводить славянский этноним от славы. То есть вместо словяне или словяне уже славяне, свавяне. И из Польши это попало, сейчас будет очень интересно, это попало в ту польскую Украину, когда поляки присоединили уже земли. И что интересно, мне очень часто пишут в комментариях, тоже вижу, что у всех славян типа словяне, а у русских неправильно, славяне. И я изначально предполагал тоже, что действительно это из-за того, что в русском языке есть аконе, но это только отчасти объясняет эту проблему. Но на самом деле древнейшие записи в церковнославянских текстах уже этнонима славяне не как словяне, а как славяне, они из рутенских, то есть украинских, можно сказать, источников. И только оттуда они потихоньку проникают в северо-западную Русь и потом укрепляются. И тоже опираются на эту этимологизацию, что славяне мы от славы произошли. Это было просто более престижно чем то, что на Западе, как на Западе толковалось происхождение славянского имени. Но на самом деле происхождение этнонима Словения — это открытый вопрос. Мы не совсем точно можем на него ответить. Есть несколько предположений, но все-таки эта тема такая обширная, и я думаю, что она заслуживает совершенно отдельного выпуска. А то мы сейчас отошли уже от нашего Мавра Орбиния. И, наконец, что могу еще об этой книге сказать? Я бы действительно советовал эту книгу читать. Вот смотрите, я не знаю, как это среди вас, восточных славян, но у нас, когда мы поступаем уже в среднюю школу, в гимназию, у нас одна из первых книг, которую мы читаем, это «Илиада» и «Одиссея», то есть греческая историческая мифология, так сказать. Историческая, потому что «Илиада» и «Одиссея» тоже имеют, конечно, элементы, которые основаны на реальных событиях, как сейчас соглашается в этом большинство историков. Но мы там дочитаем, да. А что касается Мавра Урбиния и королевства славян, я не помню, мы, возможно, даже это не упоминали. То есть я окольными путями узнал об этой книге, хотя существует несколько хорватских переводов, на современный хорватский язык и еще на сербо-хорватский или хорвато-сербский язык. Эта книга по-любому очень интересная. Она интересная как литература, она интересная как апология славянской истории, она интересна как первая такая зафиксированная и сохранившаяся всеобщая славянская история. То есть не так, как мы сейчас в учебниках читаем, да, есть история России, история Украины, история Польши, история Словакии, Хорватии, Болгарии и так далее. Отдельно. А тут вся история славян вместе взята. Да, думаю, что по-любому это было бы полезно читать и школьникам, конечно, с комментариями, с тем, что учителя должны наставлять и показывать, что нужно в каком контексте понимать. Потому что, если все это понимать дословно, тогда опять мы вернемся к тому, что я говорил в начале. То есть не могут два источника, которые противоречиво говорят об одной и той же вещи, в одинаковом контексте быть полностью правильными. Кто-то обязательно врет. Или не врет, а просто, как-то по-другому видит то, что происходило. Если вам интересно посмотреть еще другие выпуски из нашего этого 30-дневного вызова, тогда направляю вас на ссылку сюда. Пока-пока. Увидимся в другой день. Пока-пока.